Добрый день, друзья! Мы сегодня с вами нарисуем рисунок. Это будет подготовительный этап под акварель. Рисовать мы будем мужчину. Кроме того, что он у нас сидит в такой непростой позе, у него в руках еще есть виолончель, которая сама по себе тоже довольно интересная в построении. И мы будем разбирать, как мы можем соединить две фигуры, виолончели и виолончелиста, чтобы они у нас смотрелись цельно, чтобы у нас виолончелист играл, не был перекошен, и все это было естественно, правильно и грамотно построено. Задачка непростая, но очень интересная. Референс я сделала в нейросети, чтобы не нарушать ничьих авторских прав. Но при этом в нем есть небольшие моменты, которые могут быть не совсем корректные в силу того, что нейросеть иногда не очень точно рисует какие-то вещи, но в целом, мне кажется, он получился очень удачным. Прежде чем начать работу с самим виолончелистом, давайте построим сцену, на которой он будет стоять, чтобы он у нас не висел в воздухе, а находился в каком-то пространстве. Я помечаю нижнюю границу сцены, как она мне кажется, где она должна быть. Помечаю вот эту светящуюся арку вдалеке и красным сверху и снизу помечаю границы, в которых у меня будет помещаться виолончелист. В построении мы всегда начинаем с крупных форм. И в данном случае я начну с построения именно виолончели, потому что она статичная и прямая. Мы никак ее не сможем изогнуть, если что-то пойдет не так. Руки виолончелиста, да и ноги в целом, в случае чего можно немножко подвинуть вперед, вверх. Это не сломает его, если там, конечно, сильно критично ничего не будет. А вот виолончель должна быть прямая. Поэтому я рисую для себя серединную линию виолончели, чтобы определить, какой у нее будет наклон. Ну, то есть ту линию, по которой идут струны. И дальше от этой линии я начинаю выстраивать формы виолончели. По правой стороне у нас открывается толщина виолончели, и правая сторона немножко развернута к нам, поэтому будет немного больше. Обратите внимание, что для того, чтобы немножко себе помочь, я кроме вертикальной линии, по которой идут струны, пометила горизонтальные линии. Это линии наклона. То есть она у нас немножко идет под наклоном. Поэтому для того, чтобы все горизонтальные линии были в одной правильной плоскости, мы еще раз потом будем это перепроверять, потому что вот эти вот боковые грани, которые находятся с боковой стороны виолончели, они тоже должны быть под одним углом наклонены, иначе у нас будет перекос. То есть мы можем немножко менять форму виолончели, мы можем где-то сделать ее потолще, потоньше. Но если у нас будут перекосы в гранях, которые должны быть параллельны, это будет ощутимо и будет заметной ошибкой. Поэтому, как вы видите, я простраиваю, я даже прям их специально красным цветом еще раз пометила боковые грани, чтобы они у меня находились в одной плоскости, под одним углом были наклонены. Даже не в одной плоскости, а вот именно под одним углом. Подчищаю контур, я еще буду возвращаться к форме виолончели, она не до конца меня устраивает, потому что изгиб у нее, конечно, сложный, и можно его довольно долго строить. Старайтесь сильно не давить на бумагу. Я рисую на графическом планшете, поэтому могу здесь сколько угодно стирать, поправлять. На бумаге нужно быть немного аккуратнее. Но я специально рисую на графическом планшете, поскольку видео карандашом на бумаге не получается достаточно ярким, чтобы разглядеть все линии. Итак, у нас есть подпорочка под струны, простите, люди с музыкальным образованием, я не знаю, как правильно называются части виолончели, буду называть как знаю, так что сделайте мне поблажку, у меня нету музыкального образования.
Палочка, на которой держатся струны. А, Обратите внимание, что она чуть-чуть сильнее угол наклона имеет, чем сама виолончель. То есть ее можно чуть-чуть загнуть. Но не перебарщивайте. Оставляем все-таки не сломанной ее, довольно прямой. К высоте и к набалдашнику мы еще вернемся, пока начнем немножечко работать с самим виолончелистом. Я специально немного меняю цвет карандаша. Вы, конечно, все рисуете простым карандашом. Я меняю цвет карандаша для того, чтобы были видны, так сказать, этапы. Я взяла черный карандаш и с ним уже буду продолжать рисовать фигуру человека. Я начинаю с бедер, хотя их не видно, но нам важно посадить человека на стул для того, чтобы он хорошо стыковался с виолончелью. То есть у нас виолончель опирается на расставленные широко ноги, поэтому можно мысленно, а можно даже карандашом немножко наметить себе то место, где у человека будут бедра. И исходя из этих бедер, линии бедер, наметить ножку, откуда у нас выходит нога, да, то есть она выходит чуть-чуть выше середины нашей виолончели. Точно так же поступаем с плечами. Тело немного нагибается налево для того, чтобы, точнее, это право человека, да, я так понимаю, что он правой рукой держит смычок. Но от нас это налево, да, то есть он нагибается к руке, которая держит смычок, поэтому можно сразу провести линию плеч, то есть плечи такие тоже более-менее ровные, и относительно линии плеч выставлять сначала ладони, потому что нам важно ладони, кисти рук, точнее, поставить в нужные места. А уже соединить их с плечами — это дело не такое сложное. Поэтому мы сначала рисуем кисти рук, а потом соединяем их с плечами. Точно так же мы на плечи ставим голову немножко в повороте. К голове мы подробнее чуть-чуть вернемся дальше. Если вы рисуете на листочке А4, головка будет прям совсем малюсенькая, поэтому вдаваться в детали сильно не надо, но нам важно пометить основные акценты. Это абрис лица сбоку, и это глаз, так как он у нас освещен отраженным светом от виолончели. Само лицо практически все находится в тени. У нас такое яркое освещение, но глазик нам будет виден. Поэтому я обращаю внимание на абрис лица и обращаю внимание на то, где у меня будет находиться глаз, чтобы он, во-первых, не все лицо занимал. Но сейчас я поняла, что голова получилась маловато, поэтому я немножко ее стерла. Я посмотрела на рисунок целиком, сравнила и подтерла его немножко. Усики тоже помогают понять, правильно ли мы простраиваем лицо. Вообще, конечно, ориентируйтесь на серединную линию. Всегда ее держите в голове. Ту линию, по которой у вас будет идти нос, рот, подбородок, чтобы все было на одной линии. Прочертили эту линию. Дальше можно горизонтально прочертить линию глаз. Глазик тут у нас закрыт, поэтому его вырисовывать не надо, он просто из себя представляет маленькую полосочку. Я немножко тона добавляю на пиджак, вы этого можете не делать. Мне это еще раз помогает сориентироваться в размерах и формах. Но это такая проверка. Давайте вернемся поподробнее к рукам. В левой руке человека, в той руке, которая держит
как называется эта палочка у виолончели, я не знаю, простите, древко, может быть. В общем, той руке, которая держит струны сверху, на ней важной частью, которая будет обозначать форму руки, является мизинец, то есть вот эта вот боковая часть, которая к нам развернута. Обратите на нее внимание и еще раз проверьте, где у нас заканчивается тело. Если у вас получилось так, что плотно рука прилегает к виолончели, хорошо, окей, наверное, так тоже можно, оставляем так. Вот, ну, в оригинальном референсе там есть небольшой промежуток, его тоже себе помечаем. Помечаем, что тут, где там уходит пиджак. Вот, рука, которая держит смычок, так как этот референс от нейросети, смычка как будто бы нет в руке, хотя есть тень от него на виолончели, такая палочка. И здесь у нас рука представляет собой две фигуры, такие две трапеции. Еще раз анализирую рисунок, сравниваю пропорции, что мне нравится, что не нравится. Сейчас я немножко поправляю левое плечо, точнее правое у него, левое на рисунке. Чуть-чуть хочу сделать его повыше. Стираю лишний карандаш, там у нас будет рубашка, прорисовываю воротник рубашки. Еще раз отдаляю немножко рисунок назад. Здесь мне видится, что немножко длинновато получилась нижняя часть виолончели, и за счет нее длинновато получилась нога, то есть она чересчур. Я еще раз буду намечать, сейчас буду линии разбирать для того, чтобы не потерять виолончели, буду ее форму укорачивать. Проверяю себя на тему наших линий горизонтальных, линий наклона, ну и, соответственно, от изменений формы виолончели еще раз отстраиваю ножку. Доработав форму виолончели, мне теперь видится, что набалдашник сверху, вот этот завиточек, на который крепятся струны, чуть-чуть маловат. Я тоже его подправляю. Для того, чтобы окончательно подготовить рисунок к акварели, можно стереть все лишнее, оставив только самые тонкие линии, чтобы вам были видны формы. Стирать лучше ластиком-клячкой, он меньше травмирует акварельную бумагу. Цвет фона в этой работе темный, насыщенный, с переливами желтого цвета. О том, как подобрать черные цвета, чтобы это выглядело красиво, интересно и живописно, я расскажу в следующем видео. А полный урок по этой работе доступен на платформе Boosty и Patreon, а также на моем личном сайте. Все ссылки вы можете найти в описании канала или написать в комментариях, и я пришлю вам необходимые материалы. Если вам был полезен этот урок, не забывайте поставить лайк, подписаться на канал, пишите в комментариях, что еще вам бы хотелось нарисовать, и я постараюсь записать новые видео, исходя из ваших запросов. До встречи в следующем видео. Пока-пока.